Привет! Новый год все ближе и ближе. Время рисовать символ 2021 года на ноготках. И как по мне, самый классный и смешной бычок – это Фердинанд из одноименного мультфильма. У меня на фото в заставке он в двух вариантах. Я вам дам подробно с прорисовкой и цветом, там, где он в анфас, то есть лицом к зрителю. А в конце я дам схему второго, но только схему. С цветом, я думаю, вы уже по аналогии справитесь сами. Вы же у меня такие талантливые умнички. А еще, специально для того, чтобы вам было легче ориентироваться в пропорциях, я взяла не конкурсные, а обычные типсики для накладных ногтей. Их размер соответствует размеру ноготков на больших пальчиках среднестатистической девушки с длиной свободного края 3. И как обычно, вначале я рассказываю про нововведение на моем канале. Думаю, что многие уже заметили, что я переименовалась. Сделала я это для того, чтобы меня было проще найти. Изначально, когда я только открывала свой инстаграм 2 года назад, как-то поспешила и долго не думая нарекла его Юлия, нижнее подчеркивание, Невада, нижнее подчеркивание, Нейл, нижнее подчеркивание, Арт. А потом по аналогии назвала уже свой YouTube. Тоже, как вы понимаете, долго не заморачивалась. Но в определенный момент мои друзья стали говорить, что меня просто нереально найти с прописыванием всех этих нижних подчеркиваний. Я поняла, что вот оно, пришло время перемен. Конечно, сначала я хотела придумать что-то такое прикольное, емкое, брендовое, знаете, типа как у крутых Wylsacom или Little Big. Но потом остыла и поняла, что лучший враг хорошего и красота в простоте. Поэтому Julia's Art здесь в YouTube и inst.juliasart в Instagram. В общем, найти меня сейчас гораздо проще. Итак, к Фердинанду. Схема достаточно простая, поэтому вы легко с ней справитесь почти без моих комментариев. Набросок я начала серым гель-лаком, но потом более четко обозначила главные линии эскиза черным цветом. Я это сделала для наглядности. Вы, естественно, можете этого и не делать, чем сохраните себе немного времени. Но вот один момент, который я все же прокомментирую. Для наглядности я сделала фотоподсказки. Бык у нас эмоциональный, и на мордочке явно читается испуганная «упс» или «ой». И выражается тем, что у него приподнят правый край верхней губы, а по его коровьей анатомии его верхняя губа сразу переходит в нос. Следовательно, и правая ноздря будет выше на то же самое расстояние. На подсказках я показала, что имею в виду. Вот такие параллельные линии, как на фото, вы можете прорисовать сразу, а уже потом делать контур рта и носа. Ну вот и все, набросок готов, сушим в лампе и приступаем к раскрашиванию. И сразу маленький анонс. Немного позже я сделала вставку, где показала за 20 секунд, как нарисовать глубину. Часто в рисунках встречается, допустим, открытый рот, или как здесь широкие ноздри. Их нельзя раскрасить просто черным, это не будет выглядеть натурально. Так что смотрите и узнайте, как создать туннельную глубину. А сейчас обратите, пожалуйста, внимание на то, как я набираю цвет кистью с палитры для раскрашивания носа. Я беру сразу несколько оттенков, от светло-бежевого до темно-коричневого. И цвета как бы смешиваются и создают градиент уже на кисти. А еще пока я зафиксировала только контур. То есть сейчас, если я добавляю где-то блик светлой краски или затемняю по непросушенному цвету, на границах между собой гель-лаки расплываются и смешиваются. И получается такой очень плавный переход от оттенка к оттенку. Я все зафиксирую перед тем, как приступить к раскрашиванию основной морды. При работе с темной стороной его морды я также использую сразу же несколько оттенков. Черный, темно-серый, синий, светло-серый, иногда даже белый.
Как и до этого, ничего не сушу, позволяя гель-лаком самим смешиваться и создавать полутени. Мордочка Фердинанда, кроме области вокруг глазок и носа рта, покрыта короткой шерсткой. Про то, как рисовать шерсть и волосы, я подробно рассказывала в видео про белку из ледникового периода. Для тех, кто не смотрел, я специально оставлю ссылочку в описании.
А вот о чем я говорила. Маленький урок, как нарисовать видимую глубину. Мы накладываем тени круговыми движениями по ходу как бы закрученной спирали или воронки. Смотрите, чем дальше вниз, тем темнее. И наоборот, чем как бы кольцо воронки ближе к зрителю, то оно светлее и светлее. И визуально получается, чем темнее, тем глубже. Обратите внимание, то же самое я делаю при нанесении тени в ноздрях Фердинанда. Глаза у нашего бычка очень выразительные. Чтобы подчеркнуть это, контур радужной оболочки обозначим темно-синим, а сам цвет глаз бирюзовым цветом. Игра на таком контрасте очень оживляет взгляд. Важно, не забывайте, при осевой симметрии, мимически или физиологически некоторые парные части лица могут все-таки отличаться друг от друга. Например, мимически при ухмылке правая или левая часть губ может слегка опускать или поднимать щеку, а один глаз может быть более прищурен и казаться более узким. Физиологически одна ноздря может быть чуть больше другой, и это норма. Но размер радужной оболочки и зрачка правого глаза не может отличаться от левого, то есть они должны быть по размеру абсолютно одинаковые, так что особо следите за этим.
Каждую выступающую часть мордочки я облеку белыми штришками-шерстинками. Например, круглые щечки, крепкий складок, спинка носа. В контрасте с синим и черным это создает эффект переливов, как будто его шерстяная мордочка лоснится. Покрываем топом и, как обычно, добавляем глубины темным местам и добавляем блики. То есть делаем финальную прорисовочку. Вот такой симпатяга у нас получился. И я уверена, каждый из вас его сможет повторить на типсиках или ручках. Но это еще не все. Впереди 3 минутки схемы на бычка в полупрофиль и видео конечного результата. Поэтому досматривайте до конца. А я с вами прощаюсь на сегодня. Обязательно комментируйте, это очень важно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю, всем пока-пока и увидимся!